Всем привет! Сегодня я хочу вам показать вот такую пилу от компании Silky. Модель называется Big Boy. Данную пилу я хотел себе уже очень давно, но вот наконец-то удалось победить жабу, и я все-таки приобрел ее. Я долгое время проходил вот с этой пилой, это Fiskars SV75. Отличная пила, очень удобная. Но, к сожалению, время уже берет свое, она очень старая у меня. Но, честно сказать, она уже подустала, потому что она уже пилит не так бодро, как раньше, плюс полотно немножко уже кривое. Я пару раз давал ее другому человеку попилить. Многие, кто не умеет пользоваться такими пилами, их часто ломают либо гнут. Поэтому, если у вас дорогая пила, я бы не стал давать ее человеку, который не умеет ей пользоваться, потому что очень велик шанс сломать полотно. Давайте быстро по характеристикам. Вес данной пилы 410 грамм, длина полотна 360 миллиметров, общая длина 760, в сложном состоянии 405 миллиметров общая длина. Рама алюминиевая, вот так вот, ручка прорезиненная сверху, полотно японское, пила сделана в Японии, имеет два положения для работы, то есть вот такое открытое, и можно еще чуть больше открыть, чтобы угол у вас был немножко другой, чтобы можно было пилить что-то либо низко лежащее, либо наоборот что-то сверху, какую-то ветку над собой подпилить. Данная пила имеет несколько видов полотен. Сразу скажу, что такое шаг зуба, чтобы потом не было вопросов и каждый раз не говорить об этом. Шаг зуба – это количество зубьев, умещающихся на 30 мм длины полотна. То есть у этой пилы бывает несколько вариантов полотна. Они отличаются цветом ручки и также шагом зуба. Это у меня шаг зуба 7, это максимальный зуб при плоском полотне, да, то есть при ровном полотне. Бывает шаг зуба 6,5, и оно изогнутое полотно. Это вот именно для каких-то работ в лесу, то есть чтобы максимально быстро пилить дрова. Потому что изогнутое лезвие позволяет чуть-чуть быстрее пилить какой-то кругляк, например. Такое я взял только потому, что оно более универсальное, потому что с прямым полотном можно делать какую-то работу на стройке, например, пазы какие-то, да, выпиливать, потому что с изогнутым лезвием это сделать ровно не получится. Как я уже сказал, максимальная 6,5, у меня это 7, потом бывает 10 и 13. Если вам необходимо делать более тонкие работы, вам нужен ровный спил, лучше взять зуб помельче, например, 13, и тогда у вас будет такой ровненький, аккуратненький спил, красивый. Если вам нужна производительность от пилы, вам нужен зуб покрупнее, то есть 6,5 либо 7. Толщина полотна 1,4 мм в моем случае. Оно легко меняется, то есть здесь вот такая гайка с винтиком. Ее можно просто обычной там монетой открутить и поменять полотно. Полотно продается отдельно. Это максимально большая пила, как мне кажется, которую комфортно с собой носить в рюкзаке. Потому что все, что больше, та же катана, это такой длинный меч, с которым ходить в рюкзаке, мне кажется, уже не очень удобно. Ну а теперь давайте потестируем. Я понимаю, что сравнение двух этих пил будет необъективное, потому что это уже уставшая, она покороче, у нее другой шаг зуба. Но я хочу для себя просто понять, насколько вот эта новая пила более производительная, чем вот эта старая. А теперь давайте что-нибудь отпилим. Так, ну что, приступим. Скажу сразу, торопиться я не буду, потому что пила для меня новая, я не хочу сломать полотно. Ну и плюс таким полотном не торопится обычно. И нужно приноровиться пилить. Изи. Давайте теперь ради интереса попробуем Fiskars. Повторюсь, пила уже довольно-таки старенькая, полотно подустало. Оно тоньше, чем на Silky. Тест чисто для сравнения для себя. Он абсолютно не объективный, потому что пилы разные. Fiskars старый, короче и другой зуб. Но идет он, конечно, так.
Ну, вот именно поэтому я решил купить новую пилу. Потому что данное полотно не точится, насколько я знаю. Фу. Что-то я подустал от фискарсом пилить. Давайте еще разок попробуем бигбоем. Ствол примерно 10-12 сантиметров толщиной. Очень удобно брать двумя руками. Вообще отлично. Давайте еще разочек. Короче, когда быстро пилишь, зуб не успевает очищаться. Я думаю, вы заметили, когда я пилил быстро, он пилил даже хуже, чем когда я медленно пилил, потому что зуб не успевает очищаться, у вас полотно подпрыгивает постоянно. Данные пилы пилят на себя, поэтому скорость здесь не нужна. Здесь нужно именно прилагать силу, усилия, когда тянете на себя. Потому что если вы будете толкать ее вперед, а когда вы пилите быстро, вы неосознанно будете толкать вперед, и есть шанс сломать полотно. Поэтому будьте аккуратны, пилите правильно. Но самое главное не устать, да, пока вы пилите, поэтому не надо гнаться за скоростью, за какой-то. Пилите так, чтобы вам было комфортно. При этом, как я уже показал, вот так вот, не торопясь, она пилит даже быстрее, нежели когда я пытался пилить быстро. И грызет она вот сейчас больше. И грызет она лучше, когда вот так вот медленно пилишь на себя. А когда вы начинаете быстро делать, у вас зубья подпрыгивают, ну, короче, не то получается. Ну что, давайте попробуем отпилить что-то посерьезней. Так, ну теперь давайте отпилим что-то посерьезнее. Здесь где-то уже 20-очка, 20-22 сантиметра примерно бревно. С вашего позволения фискарсом я этого делать не буду, потому что я просто употею. Ну что, погнали? Отличный ровный спил. Ничего никуда не уводит. Как пилил, так она идет. Прикольно. Что, давайте еще разок. На улице плюс 28, поэтому я немножко уже употел. Отлично. Хороший ровный спил, при этом елка довольно-таки смоленистая, вот прям смола выделяется. Ну как-то так получается. Пилит она вообще отлично, мне нравится. Ну в итоге, что по пиле могу вам сказать. Мне пила очень понравилась, потому что у нее очень хорошая производительность. Пилить ей приятно, комфортно, удобный хват, то есть можно пилить двумя руками. Полотна 360, на мой личный взгляд, да, сугубо личное мнение, хватает для того, чтобы комфортно пилить бревна диаметром где-то 25 сантиметров. Можно, конечно, 30 сантиметров отпилить, но тогда у вас запас полотна уже будет не очень большим, вам придется делать много маленьких таких движений с маленькой амплитудой, вы быстрее просто устанете. Так что, на мой взгляд, комфортно, вот 25 для нее, мне кажется, оптимальный диаметр бревен. Короче, потраченных денег я не жалею, потому что мне понравилось, насколько быстро она пилит, насколько эффективно она это делает, и не особо сильно устаешь, потому что со старым фискарсом он уже подуставший был, чтобы отпилить им что-то, я уже реально устаешь, когда пилишь им.
Ну, например, для старого Фискарса у него где-то оптимально было сантиметров 10 поления, им работать было нормально. Если зимой на костер пилить дрова, то уже этого немножко не хватает. Ну а эту пилу я покупал для того, чтобы зимой начать ходить с печкой. Кстати, если вы знаете хорошую складную печку для палатки и тента, пишите в комментариях, если у вас есть какой-то опыт, потому что этой зимой есть в планах попробовать сходить именно с печкой на дровах. Вот, для этого, в общем-то, я обновил пилу, потому что мне нужна пила, которая поможет в заготовке дров на несколько дней. Ну, друзья, на этом все. Надеюсь, вам обзор понравился. Используйте качественное снаряжение. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Всем удачи. Пока-пока.